Вот и прошел DevStream 15 по Soulframe. Разработчики выдали целую гору инфы. Мы получили огромный пласт деталей о грядущем обновлении P15, которое перевернет систему лута, добавит долгожданную торговлю, новых врагов и заложит фундамент для новых механик. Хей-йоу! С вами Xyler. Я изучил всю информацию и сейчас все расскажу. Усаживайтесь поудобнее. Погнали! Первое. Вводные новости и грядущие мероприятия. В пятницу 5 июня пройдет Summer Game Fest, на котором покажут свежий трейлер Soulframe. Видимо, как раз про этот маленький тизер и говорили на часе посланника. В субботу 11 июля состоится масштабный TennoCon 2026. Там будет отдельная панель по Soulframe, которую проведут Сара и Меган. Выход самого обновления P15 планируется до TennoCon, ориентировочно в первой половине июня. Обновления обещают огромные, шокирующие и больше, чем планировали. Второе. Итоги P14.5. Перед тем, как перейти к P15, команда подвела итоги патча 14.5. В игру внедрили ММО фичи. Теперь около мировых деревьев можно увидеть фантомы других посланников, находящихся в этой же зоне. Можно изучить карточки игроков и пригласить в свою сессию. Завезли первую рандомизацию оружия, готовый дроп и систему темперов. Добавили систему благословенных встреч. Каждые 23 часа недалеко от места нашего появления в игре появляется один из спасенных предков или зверей предзнаменования. Среди возможных встреч Бромиус, олень, оренгал, зенит и так далее. А в P15 зверей можно будет погладить. Кто-то в чате писал: продал бы душу за возможность погладить Броми. Разрабы шутливо ответили: души принимаются. Чем больше предков и зверей вы открыли, тем чаще и разнообразнее будут эти встречи. За взаимодействие с ними можно получить дар, двойной опыт, больше стагера или прирост добродетелей. А с P15 завезут еще больше вариантов даров. Эти бафы могут работать одновременно, если найти несколько зверей или предков. И самая главная победа для геймеров: в P15 полностью выпилят литы. Больше никаких всратых расходников для перераспределения добродетелей. Балдеж. Третье. Реворк лута и крафта. Эксперимент с первым дроп оружием посчитали успешным, так что в P15 оружие больше не крафтится. Пушки будут падать как с убитых врагов, так и со стоек с оружием, которые раньше годились только для фарма лома. Если враг держит оружие, то с высокой вероятностью он уронит именно его. Однако есть шанс на выпадение другого, поскольку не все оружие закреплено за конкретными мобами. Оружие выпадает разного качества, имеет привязку к фракциям и обладает темперами. Например, со скверненных врагов будет падать оружие с бафами на проклятие. Сейчас всего существует 9 видов темперов. В P15 этот список знатно расширят. По качеству оружия стоковый уровень дает 0 или 1 темпер, а на легендарном качестве вмещает уже от 5 до 8 темперов одновременно. Даже не подобрав предмет с земли, можно изучить его характеристики и сравнить со своим текущим оружием. Если пушка вам не нужна, ее можно также не подбирая разобрать на ресурсы для кузни, что невероятно облегчает менеджмент инвентаря. Фрагменты оружия в P15 полностью уберут, однако в будущих обновлениях их планируют вернуть, но уже в виде фрагментов уникального, легендарного оружия высшего уровня. Как будет работать кузня гигажонщины? Система направлена исключительно на улучшение и разносторонний разгон пушек. Те материалы, что мы так долго копили, наконец-то пойдут в дело. У гигажонщины можно будет повышать качество оружия и реролить темперы. Для создания шедевральных или легендарных предметов некоторые материалы придется комбинировать. По заверениям разработчиков, добывать эти особые ресурсы предстоит в интересных игровых локациях. А уже после P15 появится возможность докачать пушку до легендарки, снять с нее ненужные темперы и собрать свое идеальное орудие. Оружие основателей и магазинное
3 без рандома. Фиксированное качество с предустановленными темперами. 4 торговля. В P15 добавляют торговлю. Реализована она по принципу Warframe. Торговля происходит в специальных местах. На трансляции это было в анклаве Безмолвной Розы. Показали, что можно менять руны и оружие. Обмен не бесплатный. Тратится местная валюта Драксы. Честно говоря, я разочарован. Надеялся на аукцион или доску объявлений. В таком виде почти гарантированно появится сторонний сайт вроде Warframe Market. Была бы куда удобнее система выставления лота без привязки к месту и времени. Но что есть, то есть. Будем надеяться, потом исправят. 5. Реворк тотемов. Темперы перетянули на себя многие функции тотемов, поэтому тотемы полностью перерабатывают. Тотемы теперь будут направлены на притяжение кары и бафы самих рун, например, исцеление при притяжении или урон по площади. Все наши старые тотемы переработают в новую систему. Если какой-то тотем нельзя будет конвертировать напрямую, его преобразуют в гармонию или пыль для улучшений. Также изменят интерфейс. 6. Новый контент в Мидроте. Начнем с графики. Траву сделают более густой, а дальность прорисовки объектов увеличат в 2 раза, без потери производительности, благодаря переходу на систему инстансинга. Также добавят FSR 3.1 и DLSS. Их подтянут из Warframe, хотя не гарантировано, что сразу. Добавят систему почтового ящика, куда будут приходить сообщения от предков и различные награды. Игровую карту поделят на регионы с конкретными названиями, чтобы было проще ориентироваться. Северный остров, который раньше был пустым, в P15 станет полноценной игровой зоной. Там будут обитать призрачные пираты с рапирами, те же враги, что были в квесте Кармо. На острове есть маяк, корабль и строение. А главное, там появится новый босс Оскверненный Всадник. Разработчики угорнули, мы же обещали добавить маунта. Вот и он. Просто не для вас. Затем добавили, что маунты выйдут в этом году, но пока не скоро. Один разработчик поделился, что при тесте маунтов часто возникают ошибки и вылеты, а еще в мире появились новые враги и события. Местные жители под контролем Оды вырубают леса. Чтобы узнать, зачем они это делают, разработчики посоветовали внимательно смотреть Тенакон. Появятся новые противники дроны Оды. Они патрулируют локации и уносят собранные ресурсы прямиком в замок. Продолжают допиливать издевок. Им доработали анимации, а также обновили дизайн. Осады станут гораздо более непредсказуемыми, введут рандомизацию целей, расположение противников, опасностей и даже боссов. Идея в том, чтобы полностью побороть эффект Дня Сурка. Также добавят новую осаду Башня Джотара. Ее не показали, но подтвердили. 7. Новое оружие. На стриме засветили солидный арсенал новых пушек. Ильверак – меч, который выглядит до боли знакомо. Вражд 9. Мощная двуручная шипастая булава. Вейлк. Новое древковое оружие, которое скалируется от силы. И Фариливд. Его название фигурирует только на постере. 8. Концепт арты и, возможно, пакт некроманта. Разработчики показали концепты рыб, как обычных, так и оскверненных. Раз нам недавно дали возможность плавать, появление живности в воде было лишь вопросом времени. Новый комплект издевок. Выглядит достаточно забавно. Парочку новых причесок, вот такие косички и следующий вариант. Еще показали новые осадные ворота. Очень высокие и с какой-то электросферой на верхушке. Новые обитатели Мидрота. Коровы и быки. Выглядят они, мягко говоря, не особо довольными. Ну чё ты? Типа му. И самая бомба – концепт нового пакта. Мелькнул лишь на мгновение. Разрабы сказали, что еще рано. Он выглядит очень интересно. На каком-то из стримов разрабы рассуждали над темой пакта некроманта. И этот концепт выглядит очень по-некромански. Левая версия напоминает просто оскверненную руку, а вот на правой виднеется кость, а плечо выглядит как колокол, который есть на арене босса Странствующего Короля. Возможно,
возможно, пакт некроманта не выдумка. Затем показали ворона. Это как раз то, о чем говорили разрабы. Пакт некроманта и ручной ворон. Не знаю, как вы, но я бы безумно хотел себе скин ворона на проводника. 9. Сюжеты и актеры озвучки. В самом конце трансляции показали сырую сцену из нового сюжетного квеста. Это похоже на прошлое. Видим корзину, в которой, судя по руке, лежит наш посланник. Рядом подстреленную женщину, ту самую служанку, которой Мамасита в начале игры отдает ГГшку. Если обратиться к воспоминаниям, которые появляются при сборе лука можжевельник, можно вспомнить, что корзина потом каким-то образом окажется в воде, а затем бобер притаранит нас к дедуле-наставнику. А еще раскрыли голос нового персонажа, Темпест Байера, того самого воришку, который угнал у нас одного волчонка. Его будет озвучивать Бен Стар, который ранее участвовал в куче игровых проектов. В завершение команда попросила геймеров продолжать оставлять отзывы, ведь именно это помогает делать нашу игру еще лучше. Что ж, планы на P15 просто космические. Переход от гринда фрагментов к полноценному дропу готового оружия, рандомизация осад, углубление механики кузни, новые эпохи, торговля и многое другое. Звучит невероятно интригующе. Главное, чтобы реализация не подкачала. А что вы думаете об обновлении? Верите ли, что торговля и новая система лута оживят игру? Что из всего перечисленного ждешь именно ты? Новые пушки? Возможно, пакт некроманта? Или может быть продвижение сюжета? А может я что-то упустил и вы заметили? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Ставь лайк и подписывайся. Это помогает продвижению канала и личной мотивации делать полезные видео. С вами был Xyler, удачи в фарме и до новых встреч!